Приветствую, друзья! Не везде и далеко не всегда можно взять с собой довольно крупный беспроводной бумбокс, куда чаще удобнее использовать какие-то более легкие и компактные решения. В качестве подобного устройства я предлагаю рассмотреть беспроводную колонку, которой сам пользуюсь уже на протяжении полугода. Я говорю о Tronsmart Force 2, которая помимо Bluetooth 5 версии поддерживает AAC кодек, способна до 15 часов работать от одного заряда, имеет быструю зарядку, практически максимальную степень защиты от воды, а главное, выдает целых 30 Вт мощности РМС, что при ее габаритах просто шикарно. Собственно, друзья, поехали! Пришла колонка в компактной такой коробке с изображением устройства и перечнем его основных достоинств с обратной стороны. В комплект нам положили подробную инструкцию по эксплуатации, в том числе и на русском языке. Вот такой вот гарантийный талон, карточку DSP технологии SoundPulse и два кабеля AUX и Type-C для зарядки. Корпус Tronsmart 2 выполнен из тактильно приятного такого прорезиненного материала в совокупности с водоотталкивающей тканью на открытых частях конструкции. Спереди имеем два полнодиапазонных излучателя и логотип компании. По бокам же два басовых пассивных излучателя, а сзади прорезь для крепления ремешка, блок управления, а также AUX-вход и зарядный Type-C порт под солидной такой резиновой заглушкой. На блок управления вынесли кнопку включения, две кнопки регулировки громкости, они же переключают треки, кнопку управления Bluetooth и небольшой индикаторный светодиод. Сборка, на мой взгляд, здесь отличная. В сети полно видео, подтверждающих наличие защиты от воды, где ее всячески мочат и даже топят в пресных водоемах. Внутри девайса установлен аккумулятор на 2500 мАч, способный обеспечить нам до 15 часов работы на половине громкости. На 70%, как показывает опыт, мы имеем уже где-то 12 часов. Орет же колонка, как для своих габаритов, очень прилично. Это, конечно, не бумбокс, но небольшую комнату она озвучивает уверенно. По заявлению производителя, сюда по умолчанию устроили систему улучшения звука SoundPulse, принцип которой лично мне не особо ясен. О том, как спаривать две колонки при помощи кнопки Bluetooth, подробно рассказано в инструкции, а вот по поводу 100 девайсов информации нет никакой. На момент выхода героя обзора, а это было где-то примерно полгода назад, производитель анонсировал существенное расширение функционала за счет фирменного приложения, в котором и должно было все это появиться. Однако приложение вышло, а поддержки героя обзора в нем, увы, нет. Я специально перепроверил данный факт. Играет аппарат, конечно же, в стерео. Bluetooth в него установили 5-й версии на чипе Qualcomm QCC3021. В простое он не шипит, а из кодеков, помимо базового SBC, нам наконец-то добавили более качественный AAC. Что мешает делать это во всех актуальных девайсах, лично для меня загадка. По измерениям у нас приближенный к стандарту импульс и искажения в пике достигающие 1,6%, что просто сверх круто. Фаза, правда, сильно отклоняется от стандарта, зато затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 76 и 118 миллисекунд со значительными возмущениями практически по всему спектру. По АЧХ же имеем частоты, начинающиеся около 50 Гц, далее же идет практически идеальная прямая, немного спадающая после 18 кГц. Что сказать, для небольшой Bluetooth колонки это просто шикарный результат. Не зря здесь задействовали DSP модуль. Играет Tronsmart Force 2 на удивление очень неплохо. Здесь, конечно, нет того самого жирного глубокого баса, однако это с лихвой компенсируется на верхней его части. Отчего использовать колонку для танцевальной музыки я бы, наверное, не стал. Можно, но, как говорится, особо не качает, зато какой-нибудь мелодичный джаз на ней слушать сплошное удовольствие. Неплохо аппарат переваривает и тяжелую музыку. Все инструменты находятся на своих местах, хорошая разборчивость и довольно приличная натуральность звучания. Характер скорее нейтральный, без сухости и ярко выраженной музыкальности. Слушается это приятно, но лично мне все время не хватало самых низов. Ко всему же остальному диапазону никаких вопросов нет. Вокал звучит естественно, мелодично, немного выдвигается вперед. Высокие в меру продолжительные, но внимание на себя не перетягивают и не беспокоят всякими ненужными артефактами. В этом плане производитель реально постарался. Баса бы сюда поглубже. И такую
колонку не стыдно бы было поставить в гостиной. Это, конечно, не вариант для аудиофилии или иного эстетства, но для продвинутого меломана, желающего иметь что-то под рукой во время путешествий, почему нет? Очень достойный звук, я бы даже сказал, на удивление достойный. Еще и чип поставили нормальный, из-за чего аппарат смог и в детализацию, и в техничность. Так что в этот раз компании Tronsmart удалось сделать не просто вот хороший девайс, но еще и вложить в него действительно классное выразительное звучание. Суммарно, беспроводная колонка Tronsmart Force 2 радует приятным внешним видом, практически максимальной защитой от воды, внушительным временем автономной работы и довольно приличной мощностью. Глубокого баса выжать из нее, увы, не получится, зато во всем остальном аппарат просто превосходен. Достойная мелодичность, четкость, выразительность, серединка внушает уважение, а верха лишь приятно дополняют картину. Да и по замерам здесь все топ, а ЧХ максимально приблизили к линейной, а искажения просто исчезающе малы. На максимуме ее, наверное, лучше не слушать, а вот на 90% вполне можно. Прекрасный девайс, один из лучших, что я только слушал среди недорогих беспроводных колонок. Из минусов могу отметить лишь то, что девайс так и не получил обещанное расширение возможностей за счет фирменного приложения и, вероятнее всего, уже не получит. А так вот все путем. На этом же у меня все. Это была колонка Tronsmart Force 2. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.